Довольно хорошая яркость для бюджетного света. Поехали! Привет всем, вы на канале KitaiQX, у нас очередная посылочка из Китая. И как вы поняли из названия, у нас сегодня бюджетный студийный свет с аккумуляторами. Также можно взять комплектацию со штативом, без штатива, с аккумуляторами, без аккумуляторов. Короче, вот так вот приходит упаковано. Вот такая вот классная коробка, немножко подертая нашей доставкой, но ничего страшного. Свет у нас называется Nagnus U800, ну так написано по крайней мере на коробке. Это версия лампы, как утверждает продавец, идет на 50 Вт. Это мы проверим. А вот так вот оно выглядит у нас внутри. Все классно упаковано. Еще тут идет в комплекте зарядка, если вы берете версию с аккумуляторами. Якщо без аккумуляторов, зарядки в комплекте не будет. Вот так вот это классно выглядит. Ну что ж по комплектации. По комплектации у нас два аккумулятора, лампа, блок питания, блок зарядки. К нему надо, кстати, отдельно зарядочку от телефона. И крепеж к штативу. Вот так вот это все выглядит. Комплектация прям хорошая, мне нравится. Как я и говорю, еще можно взять комплектацию с штативом плюс, но это будет дороже. Стоимость этой комплектации $35. А вообще можно взять от 22 до $55 в зависимости, какую лампу вы будете брать. EU600, EU800. U600 идет на 40 Вт, эта версия идет на 50 Вт. Краткие характеристики. Размер 29×17, 50 Вт, 1120 светодиодов, 3200-5500 кельвинов, весит 650 грамм и световой поток 5160 люмен. Это у нас лампа U800 плюс, как написано у продавца. Что у нас по качеству? Качество сборки прям отменное, мне нравится, лампа увесистая. Далее мы ее разберем и посмотрим, как она выглядит внутри. Так что не проматывайте, не пропускайте, смотрите до конца. Не забываем подписаться, поставить лайк, написать комментарий, может вас что-то интересует, а также может купить чашечку кофе. Спасибо, поехали. Так, и что же у нас по качеству? А по качеству собрано хорошо, у нас по кругу идет такие решетки, шторки вот эти, которые открываются для направления света, у нас металлические, сама лампа ж пластиковая. Также у нас есть две крутилочки, одна регулирует теплоту, другая регулирует холод, и кнопочка, которая переключает аккумуляторы или блок питания. Как по мне, тут не хватает, не знаю, какой-то индикации экранчика, чтобы показывал, какой теплоты светит у нас в данном случае лампа, потому что она может выдавать от 3200 до 5500 кельвинов, а непонятно, что вот в данный момент настроено, то есть вы выставляете себе теплоту и холод наугад. Это, как по мне, минус, но в принципе, что хотите за такие деньги. Но если взять маленькие лампы, вот эти вот цветные, то там и то есть экран, как вы видели у меня вот тут сверху в правом углу сейчас появится подсказка, обзор на нее. И она стоит дешевле, и в ней есть эта функция. То есть это было реально сюда встроить, но почему-то не захотели. Также у нас со всех сторон есть крепежи для штатива. Вот я таки не понимаю, зачем два крепежа для штатива снизу. Далее я ее разверну. Ее можно разобрать и развернуть. Так, что у нас по аккумуляторам? Вот так выглядят аккумуляторы 550, 570. Их можно купить отдельно. Ссылочки все в описании. Можно купить большей мощности. Именно вот этих аккумуляторов на 2200 хватает. Они идут только в паре. Один работать не будет. Хватает где-то на 40 минут свечения. Если возьмете аккумулятор на 4400, будет там 1,5 часа свечения. Аккумуляторы заряжаются от этой зарядки довольно долго. Лучше иметь две зарядки. Реальная емкость тут заявлена кумах 16 Вт-часов, а реально 14-14,5 каждого аккумулятора. То есть чуть-чуть меньше, чем заявлено. А теперь давайте ее подключим и посмотрим, как она светит и как эти крутилочки что регулируют. А вот так вот это выглядит. Белый свет вот такой, ну точнее холодный свет, и теплый свет вот такой вот. Довольно неплохо распаяно. Тут у нас 1120 светодиодов, кому интересно, в младшей версии 600 светодиодов. Световой поток на максимальной яркости, как утверждает продавец, у меня нет чем проверить, 5160 люмен. Ну, будем просто ему верить. А теперь давайте подключим мой мультиметр, тестер, так сказать, да, и проверим, сколько же она потребляет в реале ватт. Потому что, как мы знаем, блок питания на себя тоже берет что-то, поэтому я хочу непосредственно проверить, сколько потребляет сама лампа. А сама лампа у нас потребляет на максимальной мощности, ой-ой-ой, ну что-то вообще не 50 Вт, даже до 40 не дотягивает. Как-то очень китайцы развели. Ну, давайте еще вот так покрутим туда-назад, может в каком-то режиме она и выдаст 50
50 ватт, но нет, не вытягивает она 50 ватт вообще никак. То есть, ну реально продавец трошечки намахивает. Возможно, если поставить тестер в 220, чтобы проверить полностью блок, с блоком, возможно, 50 ватт и будет. Но сама лампа-то не светит на 50 ватт. Там утверждает продавец, что света у нас на 50 ватт. Нету тут света на 50 ватт. А лампа на 40 ватт, наверное, будет вообще ватт 30 выдавать реального света. Ну, как-то так, будете знать. Вот, реальное потребление до 40 ватт, 37, если быть точным. Теперь давайте поставим аккумуляторы и посмотрим, как же она светит от аккумуляторов. И есть ли разница в свечении по яркости. Потому что, ну, кто его знает, может, от аккумуляторов она светит тусклее. Аккумуляторы вставляются довольно легко. При нажатии кнопочки у нас тут есть индикация, и мы можем видеть заряд аккумуляторов. Ну, естественно, крутилочками так само можем регулировать яркость одного светового потока и второго. Вот так вот это выглядит. Знаете, по яркости такое чувство, что одинаковые. А давайте мы это проверим. Просто вставим еще сюда блок питания и будем переключать с одного режима на второй. Благо тут это можно спочатку аккумуляторы врубить, потом включить блок питания. А ну-ка давайте посмотрим. Включаем от блока питания, как это будет выглядеть, и переключаем на аккумуляторы. И вот так вот это выглядит на аккумуляторах. Экспозицию и баланс белого специально на камере зафиксировал, чтобы она не скакала и не уменьшала яркость. Как вы видите, там аж засвечивает за лампой, но тем не менее мы видим реальную картину. А реальная картина такая, что и от блока питания, что от аккумуляторов светит одинаково. Это хорошо. Давайте еще немного проверим на теплом свете, на холодном, в принципе, одинаково. Разницы я никакой не замечаю. Ну, мне нравится. Довольно неплохое устройство, особенно то, что оно с аккумуляторами. Можно таскать его на съемки где-то с собою. Ну, как по мне, очень удобно. Особенно, если еще докупить парочку аккумуляторов сюда помощнее. Может, даже две парочки. Поэтому поставили, зарядили. Тут на зарядке у нас два индикатора. Красный и зеленый. Красный идет зарядка, зеленый аккумулятор заряженный. Я думаю, объяснять не надо. Ну, а теперь давайте ее разберем и посмотрим, что у нас внутри. Есть там какой-нибудь радиатор, нету. Потому что греется она реально сильно. И прям хорошее такое тепло туда валит. Прям горячее, не знаю, градусов на 45-50, а то и больше. Болтов, конечно, тут накрутили, дай боже. И вот эту верхнюю крышечку я в дальнейшем разверну на 180 градусов. Потому что я хочу, чтобы у меня один крепеж был штативный сверху, один снизу. Ну, вот так вот мне хочется. А внутри у нас вот такая вот плата. Ну, что тут скажешь? Как я и предполагал. Небольшая платка. Давайте сейчас еще снимем эту плату и посмотрим, что там вообще на ней распаяно. Потому что как-то, ну, блин, не очень, как по мне. Чтобы переснять, у нас надо снять ручечки и открутить гаечки. Потому что вот эти вот переменные резисторы держат, так сказать, плату. Хотя, я вам скажу, на плате тут нормально так компонентов. Есть микросхемка. Ну, я так понимаю, это драйвер настройки яркости панельки. Ну, довольно неплохо. Я думал, тут вообще ничего нету. А тут даже немного распаяно. Конденсаторы резисторы Ну, довольно неплохо. Неплохо. Ладно, беру свои слова назад. Распаяли компактно, хорошо. Пайка хорошая. В принципе, все сделано аккуратно. Кому интересно, вот так поближе покажу, чтобы вы видели, как оно выглядит. Теперь разберем саму лампу. Полностью открутим по периметру тоже все болты и посмотрим, что у нас тут внутри. И снимаем, смотрим. И вот так вот это выглядит. Просто панелька на алюминиевой подложке. И все. Блин, ну хотя бы какой-нибудь радиатор бы добавили. Это ж мощная... не 50-ваттная, 40-ваттная лампа. И, блин, она греется, она так знатно греется. Если у вас есть возможность сюда приклеить на термопасту какой-нибудь радиатор тоненький на всю площадь, было бы хорошо, потому что, ну, не хочется, чтобы она сгорела. У нас вот, как вы видите, показываю, есть резисторы на каждую дорожку. Сделано довольно неплохо. Вот у вас, вот вам маркировка, кстати, самой панельки. Вдруг у кого-то сгорит, и вы захотите на замену заказать. Показываю вам маркировку. Тут видно, что флюс не смыли, припаяли и забыли, наверное, не знаю. Ну, короче, китайцы, как всегда. Под самой панелькой у нас матовый рассеиватель, и просто он рассеивает. Он довольно с хорошего такого пластика плотного. Кстати, вы могли видеть, как эта лампа светит с видео с скелетом, да и в принципе со всеми видео, которые последние на канале. Так как лампа я уже пользуюсь довольно давно, уже не знаю, месяца 2 или 3, то я вам скажу, лампа довольно зачетная, мне нравится. Что я могу сказать по итогам? Лампа
Лампа U800 29×17 50 Вт, которая реально 40 Вт, за $35, ну, в принципе, оправдала мои надежды. Хотелось бы, чтобы тут был экранчик, хотелось бы, чтобы она не так сильно грелась, чтобы они сюда вальнули радиатор, а так в целом неплохо. И сразу говорю, аккумулятора на 2200 хватает, ну, реально там на минут 40 работы, на максимальной яркости. Если яркость будет не максимальная, их хватит, естественно, дольше. Ну, а вы были на канале Китай QX, подписываемся на канал, ставим палец вверх, не забываем за колокольчик, не забываем делиться этим видео, может кому-то нужна такая лампа. Также не забываем за Buy Me a Coffee и за спонсорство канала. До новых встреч, ждем следующее видео.